Всем огромный привет! Мы приехали сейчас по делам, выехали, и я хочу заехать в магазин, купить мясо, много мяса. Мы будем сегодня делать заготовки. Вот, жду Федю сейчас. Поедем, посмотрим, что там по ценам. Привет, Зай. Привет. Вот, заготовки на самом деле это очень удобно, потому что сейчас, допустим, у меня очень много дел по дому после ремонта, везде нужно убрать, везде прибрать, там где-то организовать и так далее. И когда у тебя, просто нет времени приготовить, раз у тебя есть готовая еда, то есть готовая еда не с магазина, да, не те котлеты, которые мы покупаем в магазине, а именно собственного приготовления. Вот. Сейчас все купим и поедем. Еще хочу заехать в Фикс Прайс, купить маркер, чтобы все это подписать, то есть указать дату и подписать что где, потому что я помню, как-то я сделала, приготовила заготовки, не подписала, и потом после заморозки, естественно, многое не видно, и ты не знаешь, что там находится. Вот, поэтому обязательно нужно подписывать и обязательно нужно ставить дату. Хотя, понятное дело, что вы это за месяц, там, максимум все приготовите, но тем не менее. Некоторые делают там не на месяц, а чуть ли там на несколько месяцев вперед. Вот. Так нравятся вот эти кружки, смотрите, вот типа эти. 2000 и скидка. Зай, вот эти кружки прикольные, да? Вообще прикольно, да. Как будто на Новый год покрасили. Ну да, их и так покрасили. Не знаю, облезут ли они или нет. Один последний остался, да? Все... Что сколько ищем, нигде не можем найти бекон. Сейчас поедем в Пятерочку, может быть, там будет. По магазинам прошлись уже почти 12 часов. Сейчас пойдем пообедаем туда-сюда, и нужно ехать за Леркой, и все, весь день прошел. В общем, нашла я бекон, купила 2 пачки. Будем кое-что готовить. Вот. Поэтому оставайтесь с нами. Давайте разберем нашу продуктовую корзину. Она на самом деле небольшая. В Фикс Прайсе взяла вот такие контейнеры для бульона. Из овощей взяла вот такую болгарку разноцветную. Морковка с луком у меня уже была, поэтому ее я взяла совсем немного. Ну, зелень же, конечно, как без нее. Бекон еле нашли. Купили 2 пачки. Тесто слоеное дрожжевое. Также 2 пачки. Потом покажу для чего. Ну и, конечно же, мясо. Курицу взяла 2 вот такие большие. Свинину также, по-моему, 8 килограмм получилось. Творог сейчас приготовлю, сырники для деток. Ну и сыр. Капусту также купила. Сейчас буду готовить обед. Сделаю голубцы. Остальное все на заготовке. Первым делом начинаем чистить овощи. Под видео я не могу прям точно в граммах написать, что и сколько. Честно говоря, я не взвешивала с самого начала. Но сегодня смотрела как-то одного блогера. Она тоже делала заготовки и не расписала по граммам. И там ей многие написали в комментариях, типа, где же граммы, почему ничего не расписано. Она начала отвечать, что типа это обычные блюда и все делается на глаз. Ответ был такой, что каждый начинает готовить, допустим, девочки маленькие, и, естественно, им нужно учиться. И для таких обязательно нужно расписывать в граммах. Поэтому в следующий раз я обязательно все, вплоть до соли, буду взвешивать и распишу все под видео. А так, конечно, под видео я оставила все ингредиенты каждого блюда, что туда входит.
Так, овощи я почистила, помыла обязательно. И сейчас буду все измельчать. Не руками, конечно, а с помощью любимого измельчителя, который мы покупали на Озоне. Не буду подробно останавливаться на нем. Скажу одно. Очень удобно и быстро. Я измельчаю раз в неделю, бывает раз в 2 недели. Делаю вот такие заготовки. Замораживаю и все. Потом просто не парюсь. И лук, и морковку. На борщ делаешь все. Капусту, свеклу. Все в пакетике. Можно завакуумировать даже в холодильник. И хранятся такие овощи в вакуумной упаковке долго, если не любите хранить их в морозильной камере. А еще это находка для тех, кто любит квашеную капусту. Я не люблю шинковать капусту. Вот правда. Поэтому я прям советую. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over. I got someplace that I gotta be. It won't leave. My friends say, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Get out of what you call home. Your name is written in the sky. Так, морковка готова. Посмотрите, какая красота получилась. Далее все то же самое делаем с луком. Может, на видео это кажется очень долго, но на самом деле все происходит прям быстро. Просто почистить и все пропустить через этот измельчитель. По времени у меня это заняло, минут 10-15 максимум. Далее мы разрезаем нашу курочку на кусочки. Делайте, конечно, как вам удобно. Я специально не разрезаю ее слишком мелко, для того, чтобы можно было либо сделать шашлык, допустим, на костре, пожарить, и в духовке, конечно же, тоже. Кожу с курицы я оставляю, можете сами смотреть. Я знаю, что некоторые прям полностью ее убирают. Я ее срезаю только с грудки, конечно. Грудку использую для салатов, на домашнюю шаурму тоже вкусно. И фарш куриный делаю часто. Суповой набор я выкладываю сразу в кастрюлю, буду варить. И бульон буду разливать по контейнерам, потом замораживать. Это правда очень удобно. Его можно использовать не только для того, чтобы приготовить суп или борщ, а просто, допустим, на зажарку. Я практически никогда не добавляю воду. Всегда у меня в запасе в морозилке есть бульон. Еще знаю, что некоторые берут утку, бульон пожирнее, замораживают и потом, когда готовят суп или там в зажарку добавляют, просто смешивать с водой, чтобы не было прям сильно много жира. Так, курица готова. Теперь ставим на плиту варить. Будем варить ее хорошо, чтобы бульон был такой прям насыщенный. Готовить, конечно же, я люблю. Но в силу загруженности у меня просто бывает иногда не хватает времени стоять у плиты каждый день. Помню, когда мы жили в Сочи, мы работали, у него был график сутки через 3, а у меня график 2 через 2. И когда я была дома, я всегда готовила ему, так как он работал на сутках, обед, ужин, естественно, и завтрак. Даже было 2 завтрака, то есть на следующий день он просыпался и тоже завтракал. А когда работала я, то есть первые сутки я отработала, я приходила домой поздно, то есть до 9 я работала и приезжала домой где-то в 10, даже бывало 10:30. Не хватало времени, не хватало, вернее, сил приготовить на следующий день. И в такие моменты мы ездили в магазин, в гипермаркет, который был около нас. Там продавалась готовая еда. И, если честно, она была прям очень вкусная. То есть там были всякие разные салатики, котлеты, шашлыки. То есть такое разнообразие было. И был такой соблазн, когда ты проезжаешь и знаешь, что там есть. И именно в такие моменты я считаю, что нужны эти домашние полуфабрикаты. Приехал домой, достал в духовку
и через 20-30 минут у тебя все готово. Во-первых, это намного выгоднее, потому что еда, во всяком случае, около нас продавалась в 3-4 раза дороже, чем ты сама приготовишь. Во-вторых, ты не знаешь, из чего они готовят. Ну и в-третьих, домашняя еда намного вкуснее. Так, ну все, я начала разделывать свинину для того, чтобы сделать фарш. Косточки я оставила, я никогда их не выкидываю. Я ложу их в пакетики с zip-замком. Я всегда их использую на борщ. Беру еще немного свинины кусочками вместе с этими косточками в кастрюлю, хорошо варю, ну и дальше как обычно. Итак, для первых заготовок нам потребуется фарш. Туда я добавляю 1 или 2 яйца. Лук измельчить в блендере или в мясорубке. Ну или через терку мелкую можно пропустить. Соль, перец по вкусу. И хлеб, замоченный в воде. Размачивать хлеб в молоке или в воде – это, конечно же, дело вкуса. Есть рецепты, где добавляют сухой измельченный хлеб, а лишнюю влагу он компенсирует большим количеством лука или свежей капусты. Есть мнение, что лучше вымачивать в воде. Далее нам потребуется зелень. У меня лично укроп. Хорошо мелко нарезаем. Сыр любой, но желательно, чтобы он плавился. У меня, допустим, российский, он прям очень вкусный и хорошо плавится. И ко всему этому добавляем еще творожный сыр без всяких добавок. Попробуйте именно такое сочетание, я уверена, что многим понравится. Все хорошо перемешиваем. Начинку можно заморозить. После того, как вы сделаете, придадите им форму, отправьте их в морозильник где-то минут на 10, и к рукам ничего липнуть не будет. Ну и руки должны быть обязательно мокрыми. Далее идет очередь бекона. Берем котлету и заворачиваем бекон сверху. Конечно, этот момент можно пропустить. Я делала котлеты и так, то есть без него, тоже получается очень вкусно. С беконом я всегда их готовлю в духовке. После заморозки достаете их, размораживаете. Если не размораживаете, то в форме обязательно сверху накрываете фольгой и готовите. Готовить придется, конечно же, дольше, чем если вы заранее достанете. Если вам интересно, я, конечно же, могу все заготовки, которые я сегодня сделаю, показать потом, как я их готовлю. Так, далее будем готовить куриные котлеты. Для начинки нам потребуется снова зелень, у меня укроп. Зелень можете брать абсолютно любую на ваш вкус. Я беру укроп, потому что я обожаю укроп, и у нас все любят именно в начинке эту зелень. Далее берем масло, обязательно же оно должно быть теплое, то есть комнатной температуры, и творожный сыр. Для куриного фарша я не добавляю яйцо. Не знаю почему, но мне кажется, что без него получается они более сочнее. В фарш идет хлеб, соль, перец по вкусу. И все хорошо перемешиваем. И далее, как обычно, в сам фарш добавляем начинку
и придаем форму. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's Отдельно взбиваем 2 яйца и панировочные сухари. Сначала опускаем котлету в яйцо, потом в сухари. Можете взять муку, то есть сначала в яйцо, потом в муку, потом снова в яйцо и в панировку. Так получится, наверное, еще вкуснее. fine. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best. Вот такие красавчики получились. Их на самом деле немного, потому что здесь всего лишь грудка из 2 куриц. Но этого нам вполне хватит, чтобы приготовить 2 ужина. Вот так я замораживаю. Вот так выглядит наша морозилка. Вот верхний отсек — это Икеа. Отдельная организация морозильной камеры и холодильника обязательно будет. Ну и курочка, которая у нас осталась, маринуем с помощью растительного масла, соевый соус совсем немного, специи по вкусу у меня это чеснок, паприка, соль, перец. Маринад можете использовать абсолютно любой. Я оставляю где-то на час-полтора в холодильнике, чтобы мясо хорошо пропиталось. Потом берем вакууматор. Я разделила мясо на 2 пакета. Конечно, если будем готовить шашлык, то оба сразу используем. А вообще я считаю, что мясо нужно обязательно вакуумировать. Я понимаю, что это все идет в заморозку, но именно в такой упаковке оно сохраняет свои вкусовые качества. Вот правда. Особенно если вы храните овощи такие, как перец болгарский, а вы прекрасно знаете, какой у него запах. Так, вот 2 упаковки курицы готово. Отправляем в морозильную камеру. Для следующей заготовки у нас будут перцы фаршированные. Необычные, но очень вкусные. Для этого нам потребуется фарш. Хорошо его обжариваем на сковородке. Можете по вкусу добавить еще лук. Туда добавляем сыр творожный и томатную пасту. Все это хорошо перемешиваем и готовим до тех пор, пока не выпарится вся влага. Отдельно берем сыр, опять-таки тот, который плавится и который вы любите, измельчаем. Ну и все по стандарту. Перец, туда начинку из фарша и сверху посыпаем сыром.
Вот такие перчики у нас получились. Отправляем их также в морозильную камеру. Следующее блюдо у нас будут грибы. Начинка будет такая же, как и на перце. Я специально сделала побольше. Убираем ножки от грибочков, они нам еще понадобятся. И сверху выкладываем начинку. По желанию посыпаем еще сыром. We've said our goodbyes, but we won't go home just yet. You've got your head down, just like when we first met. I can't believe it's ending. Why did we fuck it up? So stupid and upsetting. How can I give you up? We've said our goodbyes, but we won't go home just yet. Let's stay here in this moment, pretend that we're not broken, and kiss me like you used to do before it all went down. 'Cause when the moon is falling, our love will turn to nothing. So kiss me. Следующее блюдо это чебуреки. Их прям очень любит Федя. И я всегда заготавливаю и жарю понемногу, потому что сами знаете, что холодные они совсем невкусные. В фарш я добавляю только лук, соль, перец по вкусу и все, больше ничего. Тесто я уже снимала, поэтому не сохранила этот момент. Ставлю сюда секундное видео. Туда идет мука, вода, яйцо и сливочное масло. Все точные ингредиенты будут под видео. I can't believe it's ending. Why did we fuck it up? So stupid and upsetting. How can I give you up? It won't be easy, but say you'll remember me. Let's stay here in this moment, pretend that we're not broken, and kiss me like you used to do before it all went down. 'Cause when the moon is falling, our love will turn to nothing. So kiss me like you used to do before it all went down. Give me this one night. Далее нарезаем шампиньоны, те, которые у нас остались. И я еще добавила немного. Обжариваем их хорошо с луком. Before it runs out, kiss me like you used to do before it all went down. As from now on, we're no longer together. You walk me home, but before you go, let's stay here in this moment, pretend that we're not broken, and kiss me like you used to do before it all went down. Forget the moon is falling, forget that we are nothing, and kiss me like you used to do before it all went down. Give me this one light, only one last. В обычное картофельное пюре добавляем муку, одно яйцо, соль, перец. Все хорошо перемешиваем. Ну и все, лепим котлетки. Начинка у нас грибная с луком. А из картофеля что у вас осталось, если осталось, добавляем обжаренный лук. Хорошо все перемешиваем. И делаем ленивые вареники картофельные. Правда, очень вкусно, попробуйте. А после заморозки варите их несколько минут. В сковородке обжариваете лук прям хорошо до золотистости. И потом вот эти вареники смешиваете с луком. И это так вкусно, поверьте. Далее берем тесто. У меня готовое слоеное дрожжевое тесто. Раскатываем его немного и разрезаем на квадратики. Начинка у нас такая же, как на чебуреки. То есть просто фарш, лук, соль, перец по вкусу. Форму можете абсолютно сделать любую. А после заморозки в духовку их сверху смазываем яичным желтком или молоком. Получается слоеные вкусные пирожки с мясом. Я бы сделала побольше, но фарша, к сожалению, у меня уже на тот момент не осталось. Далее бульон уже у меня остыл. Я распределяю его по контейнерам
и отправляю в морозильную камеру. Да, такое замечание. Обязательно все, что вы готовите, должно хорошо остыть, только потом отправляйте в морозилку. Ну и морковку тоже по пакетикам на зажарку. Делаю я всегда много. Храню я полуфабрикаты в морозилке при температуре 18 градусов. Не дольше, чем 1,5 месяца. Но вопрос, на самом деле, я его изучала. То есть домашние мясные, рыбные полуфабрикаты можно хранить до 4 месяцев, а изделия из теста до 2 месяцев. Ну а если вы вакуумируете, то, конечно, все мясные, рыбные полуфабрикаты, овощи и так далее можно хранить в 2 раза дольше. В основном мы любим блюда из курицы. Но в этот раз я забрала 2 последние, поэтому получится мало блюд. А так я бы с удовольствием сделала фрикадельки именно из куриного фарша. Но так как его не осталось, я сделала из свинины. Ну и тоже, конечно, получается очень вкусно. Использую я фрикадельки на суп. Если честно, получилось их и немного, то есть хватит всего лишь на 2 раза сварить. Но я готовлю этот суп часто, потому что дети едят его с удовольствием. У нас Тёмка, допустим, первое не очень любит. А вот именно с фрикадельками, особенно если делаю еще сливками, то ест с удовольствием. Далее, конечно же, тушенка. На нашем основном канале вы много о ней спрашивали. Мы часто готовим. И в заготовках у меня всегда есть тушенка. Самое вкусное мясо получается в нем. Я использую эту тушенку не просто там открыл и съел, не просто с макаронами, с кашами там всякими. Я добавляю эту банку в суп. Вы даже не представляете, как это вкусно. Самый главный плюс, я считаю, что это скорость приготовления. То есть просто нарезаем мясо на кусочки, как я делаю это на видео. Все выкладываем в банку. Соль, перец по вкусу. Мы еще добавляем лавровый лист. Он придает такой особый вкус. И все. У нас жестяные банки. Можно также готовить в стеклянных банках. У нас есть подробный ролик и о жестяных банках, о закаточной машине, о самом автоклаве. Я обязательно оставлю ссылочку в описании под видео. И, конечно же, на сам сайт Автоклав Домашний стандарт. После того, как вы закатали банки, неважно, стеклянные или жестяные, берем автоклав, наливаем туда 1 литр воды, укладываем банки и ставим на огонь. Температура должна быть 120 градусов. Готовим 67 минут. И вот что у нас получилось. Ни много ни мало, но на неделю, на 2 нам точно этого хватит. Конечно, это на тот случай, когда у вас просто не хватает времени. Ну и это выгодно, конечно. Сейчас прям я не могу посчитать, сколько выгода, потому что давно уже не покупаю полуфабрикаты в магазине, но могу сказать по старым наблюдениям, что экономия получается в раза 1,5-2 точно. Давайте пройдемся по тому, что я приготовила. Первое — это морковка, много ее не бывает. Разделила по таким небольшим пакетиком. Везде, как видите, поставила дату. Лук я весь использовала. Но его обязательно нужно вакуумировать, потому что в пакетиках он невкусный. Далее идут чебуреки, но их я на самом деле приготовила немного, потому что мы жарим там по 2-3 штуки. Этого вполне достаточно. Потом лучше свежие пожарить. Бульон вот в таких контейнерах. Хотела купить еще меньше, но не было, к сожалению, в фикс-прайсе. Далее котлеты, завернутые в бекон. У меня получилось 3 пакета, то есть 3 ужина. Ну или 3 обеда. Можно сделать в обед одно, приготовить, а на ужин, допустим, что-то новенькое. Далее куриные котлеты. Их получилось 2 пакета. Сделала бы еще, правда. Они прям очень вкусные и сочные. И их любят наши дети. Далее небольшой пакетик фрикаделек. Их получилось на 2 раза где-то суп приготовить.
перцы фаршированные. Попробуйте, кстати, с такой начинкой. Получается необычно и вкусно. То же самое грибы. Ну и готовятся они прям быстро. Далее идет мясо. Это курица, та, которую я ставила на бульон. Я потом не выкидываю. Отделяю от кости в упаковку, замораживаю. Потом готовлю либо пиццу, либо шаурму. Далее ленивые вареники, получилось совсем немного, так, на один раз. Но разделила я на 2 пакетика, потому что бывает такое, что Тёмка просит сварить, а в одном пакетике немного получается. Далее картофельные котлеты, получилось 3 упаковки. Слоеные пирожки с мясом на один раз. Ну и тушенка, конечно же. Это вкуснота такая, что я чувствую, что закончится она через несколько дней. Далее заготовки, несколько пакетиков, это на борщ, ну и маринованная курочка. Получилось 2 пакета. Ну и в конце, конечно же, нужно убрать все после заготовок. Закончила я еще вечером, убрала так немного посуду, но вытереть шкафы и так далее, конечно, я ничего не успела. Сейчас все уберу и заодно покажу вам кухню-гостиную полностью. Кстати, по поводу полуфабрикатов именно из рыбы. К нам, например, в магазины такие рыбы, как минтай, семга, горбуша, они уже в замороженном виде. Если такую рыбу разморозить, то замораживать ее лучше после того, как вы приготовите котлеты, либо фрикадельки. Ну, по крайней мере, я так и делаю. Когда покупаю крупную рыбу, типа кеты, ее, конечно, неудобно хранить в морозильной камере целиком. Я разрезаю ее на стейки, не размораживая. Конечно, на помощь приходит муж, Федя, потому что это нелегкое такое дело. И храню я в морозилке, как и другие полуфабрикаты. А вот со свежей рыбой можно много чего интересного заморозить. Кстати, кроме того, прекрасно себя ведет при заморозке выпечка. Многие овощи, кое-какие бобовые. Были моменты, когда я готовую еду замораживала. Это удобно тогда, когда вы, допустим, куда-то уезжаете, муж один раз разморозил в духовке или в микроволновке и готово. Что касается пакетов, мне удобнее использовать, конечно, вакууматор или зип-пакеты с застежкой. Они не пропускают запах и влагу при замораживании. Покупаю я плотные, их можно использовать повторно. Упаковка из 50-60 таких пакетов стоит там от 150 до 300 рублей в зависимости от размера. Кстати, очень классные есть в магазине Ikea. Ну и, конечно, котлеты, пельмени, там, фрикадельки, пирожки нельзя просто взять и сложить кучей друг на друга. Нужно обязательно, чтобы форма их закрепилась, подморозилась, а потом уже складывать их в пакеты. Так, ну и вот что у нас получилось. Везде чисто, хорошо. По поводу кухни-гостиной, она у нас 37 квадратов, кто не знает, кто первый раз на канале. Сама зона гостиной мы еще не оформляли,
То есть декора нет пока, поэтому мы долго не показывали итог, потому что, конечно же, хочется увидеть прям все красиво, везде картины, цветы. Но в связи с этой ситуацией в мире все позакрывалось, и с финансами сейчас вот такой завал у всех. Поэтому все мы будем делать постепенно. Но и все, что мы будем приобретать, обязательно покажем вам. Ну и как я уже сказала, что уже следующий день, дети, кто в садике, кто в школе. Федя попросил снова сделать сырники. Сейчас, кстати, я вам покажу рецептик. И как раз пришла одна посылка, которую я прям жду. В конце покажу вам. Как раз Федя не знает, что пришло. Это будет для него сюрприз. Для сырников нам понадобится творог. У меня зернистый. И одно яйцо. Хорошо пробиваем блендером. Вот такая масса у нас получилась. И далее добавляем либо муку, либо манку. Мне понадобилась 1 столовая ложка, а там уже смотрите по густоте. И в конце добавляем ванильный сахар. Ну и обычного сахара мне потребовалось 2 столовые ложки. Ну и далее, как обычно, формируем форму и обжариваем с 2 сторон. Так, ну все, сырники готовы. Пришла посылочка. Сейчас как раз отдам ее Филе и будем печь чай. Галига. Да, это, конечно, извини, но что ты сейчас делаешь? Что я делаю? Нет, это ты меня, конечно, извини, но сырники сырниками, понимаешь, но... На-на-на-на. Мясо это мясо, извини, пожалуйста. Сырники... До обеда еще целый час, даже 1,5. Ну, знаешь, и до ужина еще тоже не скоро, да. А это вкусно пахнет. Серьезно, да? Друзья, посмотрите просто на это шедевр. Это просто нежнейшее, вкуснейшее мясо. Это просто... Кстати, именно в жестяных банках это почему-то готовится. Не знаю, может, я опять ошибаюсь. Если кто-то уже готовил в жестяных банках, в отличие от стеклянных, то напишите, потому что в жестяных, мне кажется, прям вообще просто... На самом деле, очень вкусно. Как-нибудь мы прям сделаем, я и говорю, с кашей, да? С гречечкой, да? Угу. Только знаешь, как надо? Говорят, суховато получается. Мне кажется, просто люди мало ложат туда мяса. Мне кажется, надо сделать прям 30% мяса и 70% гречки, да? Ну, или там крупы какой-нибудь, да? Тогда того сока, мне кажется, прямо от души хватит. Очень полезно, во-первых, да? Это не тот полуфабрикат. Я сейчас ничего не хочу сказать за какие-то там отдельные, да, кто выпускает. Возможно, у кого-то есть хорошие прям. Вот. Но в любом случае никто, ни одна, никакая там фирма и компания, и завод никогда не сделает так, как сделаете вы сами для себя. Поэтому, друзья, я вам честно, я вам советую готовить вот такую вкуснятину. У нас просто обожают и детки это кушать, это безумно вкусно. Но это нереально круто вкусно на самом деле. Очень, да? И очень это быстро выручает. Вот раз пришел такой голодный, злой, такой раз в холодильник, а там тушеночка родная, ты ее прижал, она все тебя согрела, обогрела, ты открыл, почувствовал аромат, да, этой весны, конечно, и этого прекрасного мяса. Вот съел, и уже ты хороший, и уже у тебя все прекрасно, потому что когда муж сытый, муж доволен, да? Так, я всем говорила, что пришла посылка. Это тебе, любимый. Ты долго искал их. Ты догадался, что здесь? Да, это ключ от твоего сердца. Что я искал? Что я долго искал? Ну, я тебя искал. Я тебя нашел. Ну, ты чуть потяжелее этой коробочки. Ревард. Ты знаешь, что ты сейчас не очень хорошее сказал? Что? Ну, что я тяжелее. Эх. Я уже догадываюсь. Ревард. Да, ну, конечно, ты уже догадываешься. Красота. Красотющая. Вау. Моя красота. Ты. Давай покажем поближе. Друзья, ну, все, возможно, вы знаете, или я вам говорил, я обожаю часы, я не знаю,
Все что угодно, можно их мне даже пачками дарить, и они мне никогда не надоедают, потому что я просто люблю часы. Мне кажется, это вот единственное украшение, да, которое украшает мужчину, да, это часы. Сейчас мне страшно аж свои снять. Не, вот эти часы, они тоже улетные. Это Casio, просто огонь и воду, они все, им вообще не неубиваемы, да, и они водонепроницаемые, и они у меня падали, я и шкрябал, вообще просто улетные часы, классные, вот если кому-то надо, советую, они в плане, в принципе, недорогие, они там в районе сейчас, вот сейчас я даже не знаю, сколько он стоит. Тогда, когда доллар не поднимался, они в районе 5000 они стоили, вот эти часы. Ну, они вообще прям, ну, здесь вообще, прям вообще клевые, классные вообще, четочки. Ну, зато они очень выручают, я часто смотрю на них, время смотрю, потому что на телефон я снимаю вам наши прекрасные ролики, а на часы смотрю время, сколько мне осталось, куда мне пойти, куда поехать. В общем, спасибо большое. Душа моя. Вот. Ну, я понимаю, что это намек такой тонкий, да? Маленький такой момент из жизни расскажу. Мы уже, в принципе, немало прожили. Да шучу, Давид. Я же не старый еще. В общем, как-то мы прям жили, знаете, прям, ну вообще, ну прям идиллия, ну вообще, ну штиль и гладь, ну просто, знаете, вот кто-то прям скажет, фу, бяка, ну прям совсем такие они, прям тю-тю-тю такие. Уже, знаете, прям скучно становится, знаете, вот мир и порядок, прям все это. Чуть давно мы не ругались, там надо говорит, поругаться. Не в том, что там какая-то ругать, знаете, доходит до того, что там стекла вылетают куда-то, да, там, и вслед за ними и мужья куда-то летят, или жены, или метла, там, тарелки. Нет, не в этом плане. Вот. В споре все верно, рождается истина. Истина, она такая главная, интересная, душевная. Вот, поэтому пускай этот спор будет приятным, да, вот, не то, что там ругаться как-то, друг друга обижать, нет. А в этом споре мы придем, как говорится, к общему, хорошему, потому что нужно общаться, нужно разговаривать, если есть какие-то вопросы, если есть какие-то проблемы, нужно их обсуждать. А вот не держать в себе, как та корочка хлеба и тот мякиш. Вот. Бедный муж 30 лет хотел корочку, вот боялся жене сказать, и жена боялась сказать, что она не любит корочку, или наоборот хочет мякиш. В общем, общайтесь, не молчите, рассказывайте друг другу свои все, что на душе накопилось, свои проблемы делитесь с ближним человеком, вот, со своим родным, поэтому вам станет намного легче, выговоритесь, решите, потому что безвыходных ситуаций нет, все можно решить путем, как говорится, путем ошибок, дарения там часов. Она заглаживает, она знает за что. Вот, то, что она спрятала от меня тушенку. Там ее уже -2. Чего Ты минус? уже 2 съел. Не 2, я еще ночью начал, просто я тебе не сказал. Я обратно закатал там пустые банки, а внутрь носки положил. Друзья, ну на этой прекрасной ноте мы будем и заканчивать. Конечно же, напоследок мы вам хотим пожелать всего самого хорошего, а это, конечно же, вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, позитива вам, хорошей мотивации. Вот, ну и как всегда, пусть все у вас будет хорошо. Зай, ты куда смотришь? Между камер. Я не туда смотрю, туда. Сюда начни, а я конец, когда буду, туда посмотрю. Зай, это уже закончится. Так я вот так и разговаривал все время. Туда, вдаль. Друзья, в общем... Что? В общем, на этом хорошем, приятном мы будем заканчивать, наши дорогие. Напоследок, конечно же, мы вам пожелаем всего самого хорошего, но это, конечно же, главное здоровье, мои дорогие. Не падайте духом, будьте оптимистами, да, чаще улыбайтесь, потому что от вашей улыбки становится хорошо и вашим родным, и близким. Вот, ну и, конечно же, пусть все у вас будет хорошо. Он хотел сказать, и на этом все. Ты не забывай, что это не канал будет. И на этом все, тушенка есть, главное картошка есть, а дальше мы прорвемся, да? А что нужно? Ладно, всем счастливо, всем пока. Can we stay here together? If I could stop the time